Привет, мои дорогие друзья! Видите, даже снимаю ролик такой апокалиптический, поэтому снимаю, вговариваем вещи не очень классные. И снимаю в такой тоже обстановочке, видите как. Короче, вместе с обсуждением референдумов, понятно, мобилизации частичной в Российской Федерации, некоторые области уже ее перевыполнили, да, обсуждается ядерное оружие. Может или не может, жахнет или нет. Это обсуждается всерьез. Если раньше говорили о ядерном оружии как уже о каком-то средстве там, на 10-м месте, то сейчас об этом говорят очень, очень даже серьезно. Кто первым начал говорить о ядерном оружии, честно говоря, надо признать, что это было еще до вторжения, и ляпать языком об этом начал Владимир Александрович Зеленский. Он допустил выход из Будапештского меморандума, как вы помните, 1994 года. Мол, у нас может появиться ядерное оружие. Многие эксперты, в том числе и я, экспертом не являющийся, сказал, что это хороший триггер для Российской Федерации. В принципе, этим они могут оправдать многое. И впоследствии так и получилось. Уже после 24 февраля Владимир Путин вспомнил о ядерном оружии, предупреждая западные страны, мол, не лезьте. Потому что. В частности, он сказал, что, мол, типа, в случае вмешательства столкнулся с последствиями, с которыми еще никогда не сталкивались в своей истории, ну, очевидно, намекая на ядерные боеголовки. Вообще в Российской Федерации долгое время отрицали саму возможность использования на территории Украины оружия массового поражения и даже советовали перечитать доктрину, военную доктрину Российской Федерации. При этом в НАТО еще до объявления частичной мобилизации звучали предположения, что демонстративный ядерный удар над морем или там по военному объекту может быть произведен после неудач в Харьковской области в качестве устрашающей меры. Об этом скромно говорил и я, что, конечно же, это будет такой своего рода восклицательный знак для того, чтобы Российской Федерации продемонстрировать, что они могут на это пойти. Харьковская область случилось то, что случилось. И поэтому, когда замаячила, пусть отдаленная, но возможность ударов по Российской Федерации, возможность перехода границы Российской Федерации и другие возможности, да, понятно, что Российской Федерации надо каким-то образом ответить так, чтобы было понятно. Ну и, конечно же, ядерное оружие приходит на ум, понятно. Вышло новое обращение Путина, и он четко сказал, что это не блеф. Конечно, касательно ядерного оружия. Более того, Путин сказал, что тем, кто угрожает, мол, России, роза ветров может развернуться в другую сторону. Но имея в виду, что если будет ядерный удар, то потом и ветер может понести все последствия ядерного удара туда, куда там, где кто-то угрожает. Это сразу же подхватил, мы его называем вестник апокалипсиса, Дмитрий Медведев, бывший президент Российской Федерации, он тоже начал об этом говорить. Причем Медведев, как и Песков, акцентирует внимание на том, что Кремль может запустить ракеты при попытках ВСУ вернуть захваченные территории. И тут опять-таки ряд экспертов высказывают стрёмное совсем предположение для меня, что Российская Федерация желает вот настолько узаконить быстро и максимально документально узаконить переход этих территорий под контроль Российской Федерации, под юрисдикцию Российской Федерации, для того, чтобы оправдать возможность таких ядерных ударов. Конечно же, мы надеемся все-таки, что их не будет, конечно же, или если они будут, о чем мы не хотим даже думать, что это будут все-таки какие-то тактические ядерные боеголовки. Что такое тактические ядерные боеголовки? Они могут решить исход боя, не войны. Но это все равно это трэш. Это та линия, которую не переходило ни одно государство с 1945 года. Ну а единственное государство, которое перешагнуло эту линию, это Соединенные Штаты Америки. Понятно, которые сбросили на Хиросиму и Нагасаки. Помните, там журавлики, стишок про журавлики, журавли спасти не могут, это ясно даже мне. Люди людям пусть помогут прекратить пути к войне. Вот это я точно помню. Зеленский в интервью отреагировал. Он не верит, что Путин применит ядерное оружие, не верит, что мир позволит подобное и так далее. Но дело в том, что Зеленский
как мы помним, долгое время не верил в нападение Российской Федерации и утверждал, сейчас это не любят вспоминать, или если вспоминают, то как-то пытаются оправдать. В частности, Зеленский сам себя оправдал, рассказывая о том, что он просто не хотел, чтобы рухнула экономика. Поэтому я вам врал, но так было нужно. Вы, сирые, не знаете, как вам нужно. Знаю я, поэтому я вам врал. Поэтому что там верит или не верит Зеленский, это дело 25-е. Высказываются предположения от глашатаев Запада, там Христо Грозев, знаете, такой есть, прискакал и рассказывает, что Путин блефует. Тем более никто не знает, какая часть ядерного арсенала реально боеспособна. Может, она просто, ракета может взорваться на территории самой России. Да? А, мол, политическое ослабление есть еще у Путина в результате харьковских, опять-таки, историй. И, может быть, кто-то не захочет даже исполнять такого рода приказ, опасаясь дальнейшего трибунала и так далее. Это видение Христа Грозева. У него видение, вы же понимаете, вот такое. Но вот эксперты в Германии тоже скептически настроены, как минимум потому, что почему Россия будет бит по Киеву, но это не остановит вооруженные силы Украины, скорее всего. Будет сброшен ряд боеголовок, 25 или сколько. Но таким образом это поставит, обнулит полностью российские попытки заручиться поддержкой Бразилии и Индии, потому что это не поддержит, очевидно, никто. Но зато есть Европарламент, и в нем есть литовский член Петрас Аушрявичус, который видит ситуацию с использованием ядерного оружия реальной. Если Путин проиграет эту войну, то, по всей вероятности, будет готов применить ядерное оружие, поскольку он может считать, что применение ядерного оружия может сохранить Российскую Федерацию. Этот вариант рассматривается на Западе, ибо таким образом будет попытка сохранить Российскую Федерацию. Когда мы говорим «сохранить Российскую Федерацию», мы однозначно не подразумеваем то, что это будут какие-то успехи на фронте на территории Украины. Имеется в виду то, что эта война, может перенестись на территорию Российской Федерации, что НАТО каким-то образом постарается все-таки, или коллективный Запад постарается использовать ситуацию с войной в Украине для разрушения России, тотального разрушения, дробление ее на мелкие части а-ля Югославия, для того, чтобы Россия никогда в жизни больше не превратилась в Россию, чтобы уничтожить ее раз и навсегда. Опять-таки пример Югославии. Но есть одно но. У Югославии не было ядерного оружия. И вот, якобы, как считают, члены Европарламента, по всей видимости, Петрявичус он передает не только свое мнение, что Россия для того, чтобы сохранить свое государство, до чего дошло, что может применить ядерное оружие. Аналогичного мнения придерживаются и глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Он, выступая на дискуссии, высказался: это больше не теория. Россия и Китай могут перейти к любому уровню насилия, который они выберут, в любой области, с любым инструментом силы во всем мире. Мы просто давно не сталкивались с такими конкурентами и противниками. Теперь Штатам придется полностью пересмотреть свою военную доктрину. Но вообще Штатам, вы знаете, что много стран очень угрожают. Мне иногда жалко Соединенные Штаты Америки, потому что я прочел, что Китай уже угрожает. То есть Соединенные Штаты Америки рассказывают о том, что они военно поддержат Тайвань. В принципе, это и есть Китай. Потому что принцип единого Китая поддерживает тот же самый Европарламент. Вообще Европейский Союз, Но Штаты говорят, мы поможем вам и так далее. Можно, конечно, строить аналогии и спросить, чем это отличается от этого, к примеру. Такие вопросы не принято задавать. А Косово чем отличается? Вам объяснят, я уверен. Но Косову можно, а кому-то нельзя. И поэтому, ввиду того, что эти страны очень сильно угрожают Соединенным Штатам Америки, надо будет вообще пересмотреть свою военную доктрину. Они верят в использование ядерного оружия. Они верят в слова Путина о том, что это не блеф. При этом, такой шантаж не влияет
на западную поддержку Украины. Об этом говорит представитель Минобороны США генерал Рейдер. На брифинге он сказал, что Штаты продолжат удовлетворять все потребности ВСУ. Это похоже на продолжение нагнетания для того, чтобы посмотреть. Ну, то есть, понятно, Украину надо поддерживать однозначно. Но мы помним, с чего все начиналось. Мы помним, с чего все начиналось. То, что кто-то повелся на провокации, это дело другое. Но то, что провокации были, это очевидно. И вот теперь мы продолжим. А нам все равно. Мы продолжим. А вот и не применишь ядерное оружие. Хотя сами же говорят, что может применить. Это фол последней надежды, по сути. Главы МИД стран Большой Семерки провели встречу в Нью-Йорке, где подтвердили дальнейшее сотрудничество в свете ядерных угроз. Новые санкции Япония, кстати, предложила. Премьер-министр Великобритании, новый, выступила в Генассамблее ООН. Она сказала, что новые претензии Путина, бряцание оружием не сработает, то есть они будут продолжать. Поддержал эту тему и президент Польши Дуда. Его страна не обладает ядерным оружием, но ядерным оружием обладает их большой брат, или можно сказать даже их папа, Соединенные Штаты Америки. Дуда сказал: если Россия нарушит все табу и против государства, не имеющего ядерное оружие, и сегодня защищающего свои территории используется лишь обычное оружие, если против этого государства будет применено тактическое ядерное оружие, Россия может ожидать на ответ. Ну, в принципе, это он ничего такого супер скандального не сказал, потому что и понятно, что какой-то ответ будет. В Штатах рассматривается удар по Крыму, удар по военным базам, уничтожение Черноморского флота Российской Федерации. Они это говорят прямо. А в России при этом со своей стороны тоже растет радикальность, градус высказываний. Короче, депутат Госдумы Гурулев у Соловьева признал, что российская армия значительно уступает НАТО. А потому он предложил свой вариант превратить Британские острова в марсианскую пустыню. Мол, таким образом, ну, короче, поняли, ядерный пепел. Таким образом не надо будет применять 5-ю статью. По его мнению, это очень как бы юмористическая история на самом деле, но она-то страшная, потому что Британии тогда не будет, если будут удары ядерным оружием, которое на самом деле у России есть, и хорошее. По Великобритании то ее не будет, а если ее не будет, ее просто не станет. Тогда НАТО не вмешаются, потому что некого защищать. Потому что уже того, кого надо защищать, нету. На НТВ позвали физика-ядерщика. И ведущие обсуждали возможный удар ядерным оружием по европейскому городу. В защиту этой идеи было сказано, что Хиросиму и Нагасаки тоже бомбили, а там теперь живут. То есть ничего страшного не случилось. Замглавы МИДа еще совсем недавно был категорически против ограниченной ядерной войны. Он, абсолютно. Он говорил, что в этом не может быть победителя. А теперь он высказывается так. Мы никому ядерным оружием не угрожаем. Критерии его применения описаны в военной доктрине. В то же время предупреждаем о рисках западного вмешательства в специальную военную операцию на Украине. Настоятельно призываем администрацию США избежать ситуации, способной привести к прямому военному столкновению с Россией. Что интересно, что это было произнесено на конференции, посвященной 60-летию Карибского кризиса. Вы поняли, да? Да как бы оцените. В Совбезе при этом Российской Федерации заявили о необходимости изучить опыт успешного урегулирования Карибского кризиса, ссылаясь на то, что некоторые западные политики говорят о возможности удара по России ядерным оружием. Не все на Западе к такому готовы. Генерал-лейтенант, вот смотрим, в отставке, правда, Бен Ходжес утверждает, что в случае ядерной атаки РФ по Украине США могут нанести удар по военным базам в Крыму, в том числе по Черноморскому флоту. А Байден оперативно отдаст такой приказ, и атомный холокост случится наверняка. В свою очередь, такие слова отставного генерала сподвигли Медведева, Дмитрия Медведева, на утверждение о том, что «а мы тогда жахнем гиперзвуковыми ракетами, они у нас такие классные, что вы с ними ничего сделать не сможете». И на самом деле не смогут. Потому что они на самом деле классные. Что на все это отвечает Киев? В своей излюбленной манере Киев, конечно, пытается ситуацию монетизировать
Странное заявление делает Подоляк. Он говорит о том, что применение ядерного оружия, мы не боимся, потому что есть ядерная доктрина, есть клуб ядерных держав и ядерное оружие сдерживания, а кто, мол, его применит, тот козел. Тот, получит тоже ядерные удары. Но суть не в том. Суть в том, что после того, как применит, это уже разговор будет другой, и, возможно, уже будет не актуально, что там, кто там его там что отомстит, оружие возмездия и все такое. Но самое страшное в другом, и Подоляк это понимает, и все это понимают. После применения ядерного оружия ящик Пандоры будет раскрыт, и можно прощаться с планетой. Потому что однозначно Китай решит, что ему тоже можно применить. Жахнет по Японии, жахнет по Южной Корее. Северная Корея может также добить Южную Корею, да, несмотря на то, что они братские, можно так сказать. Начнут Индия с Пакистаном, начнут выяснять отношения. Все. Тогда шарику конец. Кто первый это сделает, тот запустит процесс уничтожения земного шара. Это боятся все. Среди украинских экспертов мнения тоже разнятся. Жданов эксперт не думает, что Путин решится на подобное. Радиоактивное загрязнение никто не простит, и реакция Запада будет мгновенной. Аналитики не верят, что это повлияет на обстановку на фронте, зато политическое положение России ухудшит. А вот другие все-таки сомневаются в том, что это настолько уж фантастически. Почему? Потому что это станет последним доводом. Знаете, как помните, последний довод королей обычно это война. Вот здесь вот может быть последний довод короля это ядерный удар. Почему он может произойти? Не сразу, но через несколько месяцев, когда вдруг выяснится, что успехи ВСУ, поддерживаемых всем коллективным Западом и всем оружием всего мира, слишком явные для того, чтобы дать возможность им перейти границу, к примеру, с Российской Федерацией и так далее, унизить и тому подобное. И когда станет понятно, что мобилизация, частичная мобилизация, не помогла, тогда это может стать последним доводом для того, чтобы склонить Киев к переговорам. Но, опять-таки повторюсь, если будет нажата кнопка, значит конец всему. Значит, конец всему, однозначно. Несмотря на то, что там говорят, тактическое оружие, оно там, это все, это та линия, та черта, которую переступать нельзя. И мне очень жаль, вы помните, в свое время я говорил, все слишком нагнетается, идет к войне. В любом случае будет вот такая вот история. Не один я говорил, но, к сожалению, так и произошло. Вот сейчас, вот когда я слушаю заявления там, представителей, опять-таки, цивилизованного мира, все. Я понимаю, почему эти заявления делаются. Но мне кажется, что сейчас уже ставки настолько задраны, что проверить, блефуешь, не блефуешь, вот таким способом, это недопустимо. Это нельзя, это неправильно. И я бы не хотел. Пока.